Так. Раз. Сорок 49 уровень, однако. Так, вспоминаем. Угу. Так, 8000 у меня есть. 8000 у меня есть. Так. А что еще делать? Только покупать всякие приколдесы. Только это и делать. Так. Снаружи великая... Тут какая-то... Нет, не заснеженная. Тут гробы вокруг, могилы. Грустное местечко. Угу, вспомнил. Хорошо. Так, на это тут явно не допрыгну. Мать твою. Блин, что
Что я прям влиться в игру не могу. Как будто бы очень долго не играл. Точнее, очень давно не играл. Будет правильно сказать. Это справедливо было? Это что такое вообще? Он просто мне переехал. Растоптал. Хотя он не топтал, по-моему. Разладонил, получается. О, тихо, ты чё? Так, вот тут бы найти чертеж, кстати говоря. Интересно. Это ублюдка вообще убить возможно? Нет. Блин, неплохо так. Души поднимается. Блин, тихо, тихо, тихо. Уже 8000 набрал. Да? Так, наверное, тут стоит мне... Так. Постилки камелии. Так. Что я хочу? Как было использовать предмет? А, вспомнил. Проверочка. О, катсцена. Священное проклятие, приятное тепло пламени. Сколько ни пытайся, слабую душу невозможно усилить.
Прими боль. Отринь контроль. Никто не должен предавать последнюю веру. Но обалденно. А, фак. О, черт. Ну-ка. А, тихо, а если я... Да блин, ну какая же долгая анимация. Ну ёпта, самое время, конечно. Ну ясно. У нее явно есть вторая фаза. И это меня прям не радует. 100% есть вторая фаза. Ну, естественно. И что? Уф. Охуенно. Да блин. Да блин. Так, она по идее легкая. Она по идее очень даже легкая. Так, просто я туда ворвался неподготовленный. Так, на всякий случай 2 хилки. Урон, скорее всего, нужен на чему? Попробуем. Так.
Попробуем на тьму. Штурмовый метод. Блин, я хотел, кстати, на Dark Souls поставить такое. Привет, токарь. Когда-то хотел. Угу. А, да? Ну да, побольше урона будет. Блин, вот это аниме, конечно. Да, ёпта. А! Да, ну. Окей. Так. Бля. А! Да ёпта. Хера он воскрес. Вот так вот. Потому что она как Феникс. Блин, это вообще не круто. Блин. Вообще не то нажал.
А! Блин, наверное, надо было холодом. Блять, надо холодом ебашить. Я думал, тьма норм тема будет, но тут, кажется, холод нужен. Вот холод. Морозных гранат нет. Но есть молниевые, в принципе. Убирает урон от огня. Скорее всего, эффект огня просто убирается. Ну, не особо нужна штука. Сейчас проверим. Не, также урон совершенно одинаковый. What the fuck? Да ёпта. Ёпта. Матафака, матафака. Да гнида, блин, гнида! Хильцы, ублюдок. Бля. Да ладно. Проблема в том, что у нее дохера хп. Слишком много хп.
Как же это тупо. Так. Тогда получается во всем этом смысла нет. А может кровавым, а? Может эффект крови против него будет окей. Ледяные столбы. А нет, вот. Око защиты. А вместо этого скорее давай-ка что-то типа вот это. Обоссать может. Вообще. Вот. Чара. Что? Что? У меня такие приколы были, а я даже не в курсе. Что? Я все это время мог надеть какие-то приколы, а я не в курсе. Булава тяжелый хлыст. О, тяжелый хлыст. Блин, а он был бы крутым, наверное, да? Не такой уж крутой. Мы хлыстбаще. Очевидно. Не, ну так-то теперь шансы прям вообще неплохие стали. Учитывая то, что... Не, ну давай посмотрим. 15% это много. О, по сотне, нормально. Как же и насрать. Хотя критует как будто бы чаще, что ли. Бля.
И как будто танцую. Да как ты меня задел-то, блядь? На, блин, по жопе. Все. Дотла. Дитя скверное уничтожено. Mission complete. О. В третий раз. Ну, я не знал, что у меня какие-то еще вещи есть, которые могут меня усилить. Даже не подозревал. Я не удивлюсь, если мы встретим мокрого изменника. Помните, как это? Как грабители из «Один дома». Так, утрачен знак трансцендентности. Запретная стигма, от которой исходит почти неосязаемая злобная аура. Тот, кому удастся подчинить себе ее силу, получит доступ к сущности Никрукса и сможет ускорить процесс, сращивая его с организмом. Этот рискованный выбор может привести к временному изменению физических процессов в теле человека, высвобождая скрывающийся внутри кровожадный смертоносного зверя. Прикол. Не, погоди. Не соглы. Вернусь. Вот, дверь есть. Оу, Проклятие сожженного. Трагический артефакт, рожденный в пламени. Причин тому предыдущий владелец. Некогда светлая сущность, ныне обиженная и оскверненная. Проклятая энергия витает вокруг зуба. А, это зуб. Постепенно поглощая носящего. Он издает звук, напоминающий крик о помощи, и призывает огонь, сжигающий всех, кто пытается его контролировать. Интересно. Так, это получается, я получил какой-то прикол дэнс. Да. Проклятие сожженного. Давайте чекнем, как он работает. О, ничего себе. Ух ты, прикольно. Так, что по карте? По карте... Хорошо. Вот так вот. Маджима Everywhere. Привет. Здравствуй. Добро пожаловать на стрим. Да, появляется сообщение в чате.
Бывший фрешмит. Нормально. Бывший фрешмит. Но ты был просто мясом, но у тебя теперь есть имя. Ты был просто свежим мясом. Как сказал бы Адам Смешер, просто мясо для ебли. Как быстро они... Так. Смотри-ка, да, урон теперь не так сильно повышается. Это любопытно. Так, пока сделаем так. Да? Что я хотел? Я хотел, наверное, дать посмотрим. Улучшение оружия. Блин, ну вот дробовик. Как будто бы реально крутая тема. Но давайте-ка я лучше меч прокачаю. Вот. Вот. Миниган надо. Не, миниган говно. Его проблема в том, что у него анимации долгие. Пока он руку поднимет пафосно, пока настреляет и закончит, он руку будет вот так вот долго убирать. И в этот момент меня ударят 5 раз или типа того, ну, такое. Конечно, миниган выглядит прикольно, не бесспорно. Но это так. Чисто оружие для фана, чисто повеселиться. Но вот дробовик... Это уже другой разговор. Дробовик... Ловкость, да, инстинкт, да. Мушки меч. Оно может стрелять, и оно скелется от ловкости. И оно стоит дорого. Ладно, хер с ним, давайте чисто ради интереса. Не жалко денег, в принципе. Так, вот что? Я только что понял, как использовать... Чего, блядь? А я почему не умел? А я... Так, стойте. Подождите. Подожди. Подожди. Это что такое? Это что такое? А я так много не умел, оказывается. А?
Почему? Why? Как так-то? Почему я не знал? Я не знал. Но я не знал. Я не знал. Да за что? Так. Надо пройтись по закрытым дверям. Там ключ нужен. Тут допрыгнуть надо. Там закрыто непонятно как. Кстати, это не совсем интуитивно сделано. Да вообще. Не, возможно, мне об этом говорили где-то в окошке этого говна. Ну, типа, обучения. Ну, блин. Оно выскочило раз, я забыл о нем, ну, типа... Просто, как правило, ты от игры ожидаешь совершенно тупой какой-то этой... совершенно тупого обучения, типа васт влево, вправо, вперед, там и прочее. Ну никак не, блин, удерживайте и нажимайте на кнопки атаки там и так далее. Ну я этого никак не мог ожидать. Ну что-то я совсем... Так, дневник доктора Герман. Теперь мне помогает молодая медсестра Аннабелла, но боюсь, что она саботирует мою работу. Подменять результаты важных тестов. Полагаю, нужно держать ее подальше. Увы, ты опоздал. Так. Вот там еще что-то с вопросиком есть, какая-то тема. А. Блин, вот сейчас бы еще шок получить. Так, с этой дверью разобрались. Так, с этой дверью разобрались. Так, но тут, скорее всего, вот эти вот... Да, вот эти... Ну, это оно, да, оно. Оно. Пошли отсюда тогда. Так, местная пещера. Откуда будет проще бежать? Отсюда. Так, надо будет сейчас как-то посмотреть. Да блин, погоди. 47 урон. Ну вот против босса эта тема очень прикольно, наверное, работает. О, ну это прям хорошо сейчас было. Так, дать-ка оружие. Меч у меня сейчас супер мощный. В 2 удара. Бля, я... Напади РБ Y. РБ плюс Y. Да. Не, ну я на клаве играю. Я вчера пересел же на клаву. Жестко сгорел от
Ты что, на приколе, что ли? Привет, Клинап Гай. Здорово, рад видеть. Здорово, здорово, здорово. Он накладывает, да. Да я вчера жестко пригорел. Там какая-то контратака стоит. Да, знаю. Но у меня только контратака есть. У меня только контратака есть. А, я пробежал мимо. Стоп, я куда бегу точно? Вот трансформация еще надо было пробовать. Как это выглядит вообще. А, говно. Какой класс? Короче, класс на ловкость у меня был. Там стрелка не брал. Что-то еще было. Короче, на ловкость, чисто на ловкость. В какой-то момент я испугался. Так. А для чего в 2D игре подгрузка? Ну, я думаю, для того, чтобы каких-то сильных багов не было в плане... Но они же тут что сделали? Класс. Они тут добавили вот эти вот всякие разные головоломки с ящиками, там прочим и так далее. Видимо, для того, чтобы когда ты выходишь за экран, другую типа локу, чтобы эти ящики, ну, перезагрузились. Отсылка на Starfield. Или больше, чтобы чисто, ну... игроку было привычно. Обычно в подобных играх в порядке вещей встречать загрузки экранные. Но я думаю, это очень легко реализовать. Вот игру без экранных загрузок. Ну, в 2D игре имеется в виду. Просто все вот эти вот уровни объединяешь в одну эту, и все. Я еще понял, в чем проблема может быть. Сломанные тайминги будут у игры. Каждый раз, заходя в новый уровень, все враги и всякие разные, например, движущиеся платформы начнут свое движение с определенной точки в определенную сторону. И это сделано, ну, типа, на самом деле, не просто так. Я считаю. Так, как бы так пойти? Ну, предлагаю просто вернуться обратно. Хотя можно просто спуститься сюда вниз и побежать сюда. Давайте так и сделаем.
А у тебя игра на SSD? Нет, на харде. Такую игру на SSD ставить смысла нет вообще. Да и она вот прям по справедливому весит мало. Очень хорошо. То есть бывают такие игры, у которых там типа даже очень большой объем. Не знаю зачем вообще. Мне интересно, как быстро подгружалось это на M2 SSD? Не знаю даже. Жестко мигало бы, типа. Тых. Как будто он моргнул чисто. Ну еще как бы стоит не забывать о том, что некоторые инди-студии, ну и вообще разработчики, любят добавлять загрузки в искусственном плане. То есть они искусственные загрузки добавляют. Не знаю зачем, но когда вот спалили одного такого с такими подгрузками, 4 пустые ячейки, каждый отмечен печатью, знаете, то он пояснил так. Ну, чтобы игра выглядела профессиональнее, что-то в этом роде. Что-то такую херню он сказал. Я уж не помню, к какой игре это относилось. Но такой момент происходил. Очень профессионально. Что-то типа из разряда, чтобы игра была солидной, так сказать. Выглядела солиднее. Что-то в этом роде. Профессионально. Да-да-да. Я вообще не понял этого прикола. Профессиональный гонщик нелегальный. Блин, вот бы прыжки. Так, надо бы тут отметку поставить. Вот. Да ебдрить ты жопа. Я стараюсь не материться вообще. Слышали, да? Я просто назвал его жопой. Записка Эдвина. Не так близок, чтобы забрать то, что прочитается мне по праву. Меня тянет к двери. За ней тайные наследства, скрываемые от меня моей гадкой семьей. Довольно. Блин, прям как Макалей Калкин, когда он остался один дома. Он тоже ненавидел свою семью. И где он теперь? Где? Хотя у него сейчас все по кайфу должно быть. Серебролунный камень. А раньше-то как у него было все? Да. Капец. Я, знаете, о чем задумался? Вот Маклей Калкин же, он, когда был мелким, стал звездой. Правильно? Так вот. На ютубе полным-полно таких Макалей Калкинов, так сказать. Правда, они становятся популярными совсем не на прикольном, крутом фильме, а за счет кринжовых детских видео, стрёмных. Тот же Мистер Макс, интересно, что с ним в данный момент происходит.
Блин, он давно... Не то чтобы давно, он, блин, ну, взрослый должен быть уже. Ну, там, не знаю, подросток, наверное, уже. Как он, интересно, с этим вообще? Типа его родители кошмарили. Теперь он, наверное, родителей кошмарит. Хотя, учитывая то, какие люди у него родители, наверное, они все еще продолжают его кошмарить. Очевидно. Мне кажется, они родили еще детей. Прям вот не удивлюсь вообще ни разу. Прикиньте, ты был рожден для того, чтобы твои родители... Ну чисто ради заработка рожден, типа. Это как вот в этом, как в Рике и Морти, помните? Когда он создал этот робота, который нарезал масло для бутербродов. И бутерброд спросил у Рика, типа, в чем мое предназначение? А тот сказал, бутерброды режь. Тот охуел чисто. Ну да, не расстроен, но тем не менее, вот я к тому, как жизнь-то у них там дальше сложилась в плане, ну не знаю, там типа личностного роста, психических каких-то вот этих вот моментов и так далее. Вот это интересная штука. В тебе должно быть и вправду течет кровь этих земель. Это дар, за который нужно быть благодарным от всего сердца. Что ж, долг платежом красен. И что он мне дал? Какую-то сраную маску он мне дал. Вторая кожа позволяет настоящему общаться с потерянными душами и расшифровывать слова мертвых. Это маска, которой хотели бы владеть многие. Окей. На, вспомнил. Вот тут какой-то ребенок был, которая просила игрушку принести. Ну вот, в принципе, в храме свергнутых богов очень много закрытых дверей. Заросшая тропа, церковная тропа. Давайте в церковную тропу. Let's go. Предолго. Да. Оно. Так, посмотрим. Блин. Твари.
Люди с ютуба, вам норм пиксели разглядывать? Да там не так уж и плохо, по-моему, не? Ну не настолько все плохо. Кайф. Так. И это место... Хутыщ, хутыщ. Так. А я тут не был, типа? Тебе бы 1080 на ютубе тоже лучше станет. Там от битрейта сильно зависит. Целительная инъекция. Блин. Нихера-то. Ща, погодь. Нормально, чертежи ряда усовершенствованных орудий федеративной эпохи, информации о свитках мало. Это всего лишь фрагменты, но по ним можно много восстановить. Видно, что их порвали, а затем снова собрали вместе, чтобы без помех украсть. Надписи выполнены на непонятном языке с рисунками, которые, по-видимому, ссылаются на неизвестные доселе формы энергии. Окей. Теперь я оружие так прокачаю, что мама не горюй, как говорится. Так. Так, что внизу? Блин, охереть, 300 урона не хотите? Вот это много, блин. О, привет, Машу. Здорово. Я уже успел убить босса там какого-то. Нормально так прокачался еще. Так, пойдем-ка в эту сторону. Так, ща, подождите. Ща. Короче, привет, Акела. Короче, работаю курьером сегодня, заморочился с 10 утра по МСК-КТ на общий улов через часик 1600 деревянных. Через час неплохо, за 1 час 1600.
Редкая находка. С ней можно стать гораздо сильнее. Да ты шо? Правда, что ли? Так, серебролунный камень. А, блядь, 9 тысяч. О, как много, как много. Много. Общее время 10 часов утра. Погоди. Ну, получается, ты сколько работал? Так, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 часов. И за 7 часов ты, наверное, заработал 7 тысяч. 7 тысяч. 8200, 8800, 8000. $9600. А нет, не 9600. 9400. 9000. А, общий улов. А почему через часик говоришь? А, через час у тебя 1600. А, ну блин, я-то думал, охуеть, ты там разрабатываешь. Через часик закончишь. Блин, а я тут такой сижу, представляю. Нихуя себе, может мне тоже курьером стать? Жестко. My bad. Сорян. Не понял. Не понял. 1600 для МСК это же просто 2 дня поесть. Ну, за один день. Ну, у нас в Якутске, например, цены такие же, как в Москве, наверное, или даже дороже. Ну, как обычно все говорят. Но купить мясо примерно на месяц за 3000 вполне себе реально. Причем хорошее мясо. Потом окрошки, там прочее. То есть за неделю работы, ну, точнее вот за одну рабочую неделю, да, 5 дней, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, это получается 3200, 4800, 6400. Ну, вполне нормально, как будто бы можно заработать за неделю. Или там как считается? Это вот там, типа, если вот прям повезет, да? Так, мне платили интернет 500 рублей на 400, поем сейчас, 400 куплю жиж для вейпа, 300 надо вернуть за кое-какие грехи, 1600 чукотки, это несколько штук бананов.
И 100 грамм арбуза. Арбуз, наверное, сейчас дороже. Так, очарование, кровавая луна. Урон от крови, защита от крови. Прокладка получается. 15% урона от крови, защита крови, сопротивление кровотечению. Ну да, получается прокладки. Блин, какая же это офигенная тема. О боже, почему я раньше... почему я не знал, как так-то? Такая разовая акция. Обычно одна доставка в день, это 500 рублей по время по-разному уходит. Хлеб немигунский за 200 рублей продают. Что за бред, блядь? Или ты имеешь в виду Чукотки за 200 рублей? Сегодня в автобусе у меня проиграл порнуху, который я забыл закрыть, правда. Блин, чувак. Нормально. Одну отводишь, 500 рублей имеешь. Ну, неплохо. Позвоночная пила. Йоу. По-видимому, является продуктом колдовства, вырезанной из кусков кости. Долго изучалась в институте науки. Ученые пытались понять источник ее силы и секрет создания. Считается, что она создана из костей развитых ладных, пораженных теневой скверной. Никрукс внутри освобождается, когда клинок используется в качестве хлыста. Чего, блин? Чего, блин? Чего, блин? Хуйня. Ну ладно, заценим. Блин, прикольная, конечно. А так? О, ебать. Ну да, довольно-таки мощно. Но я уж лучше со своими мега прокачанными пушками похожу. Так вообще боссы супер легкие, оказывается. Я просто обилки не использовал. Я типа все это время, можно сказать, какой-то челлендж выполнял. Не использовать навыки оружия. Просто бил их. Охереть можно. Сам того не знаю, выполнял какой-то челлендж. Блин, чтоб тебе... Да сука ты мразь, а не человек. Ублюдок говна. Да я тебя выебу, ублюдок.
мне похуй, ты умрешь. Да подожди. А, тихо. Да, это было неприятно. Но было бы еще неприятнее, если бы я до сих пор не знал, как использовать навыки. Я мог вот так пройти. Ай, да ладно. Горит, тварь. Так. Блин, погодите, это место как будто мы... Да, я тут был. Но если пойти сюда... Ну да. Так. Так, подожди. Давай-ка еще раз спустимся. Я вот чего-то не догнал. Я пометил там метку, то, что есть человек. Вот тут вот человек. Но никого нет. Так, ладно. Тогда убираем этот маркер. Этот, очевидно, тоже не актуальный. Так, подождите. Ладно, пойдем телепортнемся. А, да? А нахера тогда? Блин. Я обратно подняться не могу. Но для чего-то там вот эти вот лианы расставлены. Некоторые
оказывается, понимать слово «выебу» как слово «отпизжу». Я видел недавно в рилсах видео, в котором опрашивали людей, чтобы вы сделали, если ваш сын оказался геем. Там один опрашиватель сказал: я выебу. Осуждаем. О, привет, Гудзон. Сука. И чуваки, наверное, такие переглянулись, такие типа... А он такой... А чё не так? А так говорить нельзя, что ли? Хочу в ебу, хочу не ебу. Мой сын. Такой. Блять. Сука. Блин. Ну вот такие дела. Так. Самое время пойти прокачать пушки. Стоп. Плетка ночи. Блин, вы гляньте, как он жестко заскейлился. Пипец вообще. Что? Так, сейчас я еще попробую повысить уровень. Ну вот, как будто бы ловкость уже, но некуда качать. Чисто бред. Ну вот здоровье еще можно поднимать. Давайте здоровье прокачаем. Хотя с одной стороны. Не, давайте на что-нибудь другое потратим эти деньги. Я даже знаю на что. На камни потрачу. О, нормально. Вложился в драгоценные камни. Ты как, нормально? Мы, кстати, снова. Чем я заслужил такую честь? Спасение. Что вы знаете, вы о спасении, помню, кто-то еще упоминал это место. Говорят, только один человек способен на такое совершение. Они наращивают свою силу в громадной крепости, смотря в оба. Если решишь пойти туда, ибо путешествие это полно опасностей, и на пути легко поддаться безумию, а затем и тьме. Но те, кто доходит до конца, получают награду сполна. Так, проверим эти комнаты на всякий случай. А, подожди, а ей что надо было? Вообще не помню. Она это уже говорила, по-моему. Поэтому заскипал. У нее смазки на оружие есть. Стоит запомнить. Хорошая тема. Смазки на оружие — это гудно. Так, тут никого. А где эта баба, которая любит танцевать? Куда она пропала?
Ха. Так, попробуем пойти к бабушке. С люлькой. Меня пугает то, что я нашел всего лишь 2, сука, штуки. Это, блядь, как? Вы гляньте это количество свечей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Сука, еще 16. Ты просто издеваешься. Это где они так разбросаны, я вообще не понимаю. Они настолько... Ладно. Так, момент, когда я должен понять... А куда? Ну давайте долго не думать. И пойдем сюда. Так, тут у нас закрытые двери. Но я надеюсь на то, что есть та самая дверь, которая открывается с помощью моей новой силы. Так, тут очевидно нет такой двери. А тут... Блин. Решетки одни. Да что ты будешь делать? Так. Тогда давайте в эту сторону пойдем и вниз спустимся. Там тоже какие-то закрытые двери были. Непонятно вообще. Вот, сюда. Не кричи. Так, нужен ключ, говорят. А, это прям начало всех начал. Это прям супер начало игры. Да, вот тут ты просыпаешься, начинаешь игру. Опять решетка. Так, ладно. Решетки. Но проверить стоило. А то потом бы терзали бы меня смутные сомнения. Хотя погоди. Блин, ничего нет. Так, а если тут? Зажигательный порошок. Ну, немного не то, конечно. А, это же смазка для оружия. Хотя нет, это прикольно. Это прикольно. This is okay. Так, ладно, возвращаемся к этому. Куда же телепортироваться, куда пойти? Так. Давайте сюда. Похоже, тебе был неспослан дар свыше. Возможно, ты достоин нашей защиты, наших тайн. Священное безопасное место для уединения. Мы зовем его Эларис. Сокрыто во льдах, где ни одна живая душа не способна причинить тебе вред.
И чё? Ну да ладно. Шмышли. Так, стены. Так, ну давай-ка попробуем на лифте прокатиться. А, я прям тут еще. Ну, нихера себе. Я вот как будто бы сюда могу пойти. Но меня одолевают сомнения, что это возможно. Вот тут чё. Блин, вот прям кажется, как будто я должен уметь летать 100%. Там, не знаю, оно превращается в летучую мышь или типа того. Ну просто тут такие, ну, закрытые территории карты. Вот, например. Вот, например. Вот, например. Вот, например. Или у меня какие-то нереально высокие прыжки должны быть. Ну прям как симфония ночи. Это было бы так охеренно. Это было бы просто офигенно. $19 урона, блин. Так, ну давайте пойдем наверх. Ваншотаю теперь этих бомжей с ружьями. Привет, здорово. Я пока влог не выложил, ну прям влог, но шортс был. Но шортс был. Влог какой? По Таиланду? Да. А что там будет? А я вот сам не знаю. Ну, вообще, была тема. Это пояснить по поводу студвизы и тому прочее, и так далее, но материала недостаточно в плане именно видео самого. Наверное, придется... Блин, у меня же хард сраный сломался, сука, бля, вообще, вспоминаешь, злость берет. Переносной терабайтный хард, в котором было дохуя видео. Это, кстати, второй переносной терабайтный хард. Блин, пиздец, обидно.
Вот как бы восстановить данные? Вот хотелось бы, сука, восстановить данные. Сам скоро в Таиланд с друзьями, ну, блин, классно. Там прикольно. Так, диски просто переносятся на другую плату и достаются данные. Пон. Привет, Артем. Нолан. Не Илон. Илон это другое. А мастерскую какой-нибудь отнеси и дай новый хард, куда скопировать. Новый хард. Окей. О! Бэбик. Теодора. Добрый день, господин. Детям здесь не место. Где твои родители? Не думаю, что они есть у меня. При этом я не одна. Когда-то я была не одна. Были другие. Много. И все же. Я знаю, где тебе будет безопасно. Иди в особняк. Я очень вам благодарна, Сира. А, там наверху что-то есть. Окей. Устал, говоришь? Ну так отдохни. Так. Вот что-то есть. Но я вряд ли там допрыгну. Так, микрочилика спасли. А как они добираются, интересно, до особняка? Вообще не понимаю. Ну, окей, я просто сказал, иди в особняк. Ну, точнее, иди в безопасное место, в особняк. Какой особняк? Адрес? Чё вообще? Они как будто бы такие, типа, что мне делать, я не знаю. Тут так опасно. И все ждали, когда чел какой-нибудь появится, скажет, нужно пойти в безопасное место. Они такие, едрить в натуре, надо же пойти в безопасное место. Помог, спас. Помог плюс спас. Любой опасной ситуации иди в безопасное место, иди же. Да. Вот видишь, их не научили, видимо. Вот приходится мне объяснять им куда. Просто туда, да. Иди в безопасное место. Где? Особняк. Какой? Особняк. Так адрес какой? Особняк. Ты конченый? Какой адрес? Особняк. Понятно. Иду в особняк. Постойте, я тут был? А, был.
Вообще без понятия. А, это место? А, ну, повезло, повезло. Пришел в нужное место. Так, а тут что есть? Как на новом рабочем месте? Ну, хорошо, нормально. Прикольно то, что там ребята в темноте сидят. Ну, не знаю, люблю, когда свет не горит. Прям как кроты какие-то сидим. Как эти... Хуй знает. Зачем? Ну, так комфортнее. Когда еще дополнительно, сука, вот лампа офисная горит, так такое. Тебе ж херово для глаз. Не знаю, мне как будто наоборот приятнее. Ну, там как, короче, в новом месте получается почти как в любой копиртех-сервис месте. Ну, там, где могут тебе сделать копию документа или распечатать там какую-нибудь дипломную, реферат, там прочие документы. Так там еще и на месте сразу же сидят менеджера, которые принимают заказы, там прочее. Ну там почти как колл-центр. Там вот в самой большой комнате вот такие вот менеджера сидят, и там отдельная комната вот для нас получается, дизайнеров. Там чисто дизайнеры сидим. Я вот 4-й, там еще 3 человека сидит. Сразу первое, что там херово было, это то, что не было интернета. Интернета нет. И это печально. Не смог полноценно поработать. Не, ну вполне себе нормально поработал на старом месте, потом пошел вот в это новое место. Там водитель еще один у нас. Новый скибиди-туалет. Я вообще ненавижу скибиди-туалеты. Какой бы ты скибиди-туалет ни сделал, мне будет, ну, не по кайфу. Вообще будет мега насрать на этот туалет. Что, кстати, он выполнит свою, ну, основную функцию. Я на него насру. А так я, конечно, творчество уважаю, но не скибиди-туалет. Что хорошо, то что место находится в этом, в центре города. Это плюс. Минус то, что очень загруженные маршрутки. Из-за этого. Весь народ возвращается с работы или еще что. Такое. А за твои слова про скибиди-туалет тебя накажет 3 класс, бойся. Не, ну реально, типа, объясни мне, пожалуйста, в чем прикол? Ну, за что любите вообще этот скибиди сраный туалет? Я даже видел фотки, где один какой-нибудь, ну, школьник реально зашел в деревенский туалет и из этой дырки сральника высунул голову и типа я скибиди-туалет, типа говорит, что-то в этом роде. Что с вами не так, типа? Типа малолетки на них угорают и делают кринж, это, типа это смешно. Так ты, получается... Не, ну ты тоже как бы входишь в эту категорию людей. Говори не как малолетки. Типа мы говорим, мы. Мы на них угораем и делаем кринж. И это смешно. Говори правильно. Типа, ну... Своими именами вещи называй. Вот просто вот реально. Типа, я хочу как бы услышать какой-то конкретный... Ну, не знаю, ответ в плане, типа,
Ну, мне нравится, потому что это, ну, хз, там, что-то. Но я пока вообще ни разу не слышал какого-то вменяемого нормального ответа от кого-либо. Почему? Почему вообще людям нравится это дерьмо? Вообще не понимаю. Гарная тема же. Капец, мне завтра ко второму уроку. Нормально. Так. И тут ничего нету. Наступил тот момент, когда я, честно сказать, не вдупляю, не понимаю, что от меня хотят. Такое случается в подобных играх. Так, надо засмотреться в карту. Тут только это поможет. Тут... Эски. Особняк семьи Эсков. Админа паблика Judgment Days, Red Flood, Cold War, мод кринжики. Они не публикуют мою предложку. Но их понять можно. Видимо, они разделяют просто мое отношение с Skibidi Туалет. Просто. Да я... Так. О, Егор. Это Егор, если что, знакомьтесь. Вот этого монстра зовут Егор. Я его убил вчера. Егорку. Вот такой вот я человек. Мем со Skibidi персонажами оттуда. Так просто, блядь, не суть, куда попала вот эту вот сраную свастику и вот этих вот. Я не понимаю. Вот эту хрень, кстати, я вот что вдруг начал понимать, то что в основном суют, оказывается, конкретно малолетние дети. Ну, мемы со свастиками, фашистами этими известными. Там с Геббельсом и прочими персонажами. С этим Муссолини.
Ты про Фури дурачка с ДС? Нет, я вообще говорю. Ну а так, да, ну, Арто, вот прям реально не надо такую хуйню постить. Это, ну, пиздец какой. Это просто кринж без смеха, типа. Ладно, если бы еще какой-то контекст был бы, который мог бы сделать это все смешным, но просто на ровном месте высрать скибиди туалет со свастикой и фашистами, блять, ну хуй знает, блять, просто... Это как прилюдно обосраться, нахуй, и потом смеяться с этого. Типа, ха, я обосрался. Это типа смешно. Нет, это не смешно. Это я даже не говорю в плане как типа это оскорбительно и там прочее. Нет, блять, это просто не смешно. Типа, ну... Тут даже нет никакого там, не знаю, типа угарного какого-то смешного. Блять, это просто не смешно. Это, блядь, просто рожа, голова, торчащая из унитаза. Каким хуем это должно быть смешно? Я просто не понимаю. Типа, выезд на абсурде, типа абсурд, да? Да, это абсурдно, но абсурдно на том уровне, в котором, типа, не смешно, а просто, типа, блин... Хочется сказать, вот почему это вообще существует, почему это вообще, ну, живет в этом мире, так сказать. Вообще в каком-либо виде. Да. Я помню... Вот знаешь, что смешнее скибиди туалета? Лопата. Просто лопата. Ну, типа, базаришь о чем-то, говорите о чем. Потом чел такой входит в разговор внезапно и говорит: лопата. И пиздец. Ну, это вот смешно. Слово такое, типа, ну, звонкое. И все. Нормально. Слово и, типа, прям, ну, в голове образ лопаты. Нормально, просто лопата. Блять, но скибиди туалет этот ебаный, это просто я хуй знаю. Меня просто вот неконтролируемая, непреодолимая злость ебаная просто, ну, чуть ли не вырывается из меня, когда я слышу вот этот вот скибиди даб ес, вот это вот нахуй. Просто, блять, я аж, ну, меня передергивает безумно. Я вообще, типа, человек не агрессивный, я не агрюсь на всякие такие вещи, по сути. Но, сука, прям, ну, настроение ебать его рот жестко падает, прям безумно падает. Я прям такой... Приходит осознание и понимание того, что я живу в одном мире, в одной вселенной, где существует этот ебаный кал. Просто пиздец, ну... Почему нахуй, типа... Объединяя серьезную фигню и кринж. В чем серьезная фигня? Просто серьезная фигня это типа унитаз, что ли? Типа есть крутые кровавый фашист. Бля, вот... Пиздец. Ты откуда? У кого ты услышал, что фашисты крутые? Чё за хуйня, блядь? Откуда ты это вообще, ну, взял? Кто тебе это сказал вообще? Пиздец. Зумерам просто масоны срали в голову.
Ну, блядь, просто я хуй знает. Конечно, на этом не стоит, конечно, заострять внимание и там прочее. Не то чтобы типа парень байтил, да, или троллил. Просто я реально верю, что ему 12 лет, блядь. И он, ну, просто такой из-за своего возраста. И проблема-то в том, что, скорее всего, ну, просто его вот буквально на полном серьезе не то чтобы никто не воспитывал, скорее просто никто не объяснил, блядь. Что такое хорошо, что такое плохо, как говорится. Чел. Я тебя батил. Да. Небось у тебя алтарь стоит, блин, с этим унитазом. Типа даже игрушки же стали выходить со скибиди унитазами этими. Просто кошмар. А что дальше? Что дальше? Хэллоуин? Коляда? В образе унитаза? А что случится, когда какой-то чел по пьяни перепутает тебя с реальным унитазом? Он либо насрет на тебя, либо блеванет в тебя. Ну, типа, ну, все варианты не так уж и хороши. Типа, блин. Видно, что у человека насрано в голове. Так это ребенок, который однажды будет вспоминать о том, как он кринжово жил. Типа, блин, а вы помните, как мы пели песню про мужика в унитазе и кривлялись как умственно неполноценные персона. Они так переглянутся между собой и такие, блядь, ну вот нахуй ты, вот зачем? Вот почему ты это вспомнил? Вот ради чего? И таким образом он потеряет друга или друзей, когда он об этом заговорит. А друзья его всеми силами будут стараться забыть это. Типа, бля... Они будут к психотерапевту там ходить и все дела, вот это вот. Типа... Было такое время в моей жизни, они будут говорить, лежа на кушетке. Когда мы фанатели от унитаза. Бегали по двору и кричали: «Я скибиди туалет». И считали каких-то фашистов крутыми. Да. У тебя фиксация на писи как и просто. А вот в этом-то и беда, в том, что мы все такие типа, ну просто дети фиксируются на писи и каки, и на шприцы и там прочее. И типа это нормально, блядь. Блин, если услышим в одном предложении типа это дети, психология и нормально, то все типа дозволено, нормально. То есть вот эта вот такая тема, она
превратил в скибиди-туалет, понимаете? То есть всем было настолько посрать, что эта хуйня материализовалась и стала, ну, как бы это, оверхайпнута среди детей. Причем практически любого возраста, но именно до 14-16 лет, наверное. То есть в тот момент, когда они приходят к тому, что когда вот этот пубертат, или как там называется, вот этот, когда они уже, ну, поглядывают на противоположный пол, вот тогда, типа, они начинают уже от этого отходить, мне кажется. Ну, по крайней мере, должны. Но я гачи слушал, не мне детей судить. Не, вот гачи, это еще реально понять можно. Вот это вот реально понять можно, потому что это, блядь, смешно вот в натуре. Вот это вот, блядь, да, смешно. Да ёпта. Какая-то прям непреодолимая. Блин, как эту стену преодолеть? Блин. Ну, короче, это непреодолимо, видимо. Ну там как-то надо пробежать этот шквал огня. Но непонятно как. Так, давай-ка вернемся в особняк.
Тут микрочел должен появиться. Вот он. Так, господин вернулся. Вы помните? Помните? Когда не ощущалось одиночество? Вы ошибаетесь, оно всегда ощущалось. О, игрушки и роскошь для детей. В этих землях, исследовательно, их часто крадут. Дети посмышления, приспособились использовать их в качестве разменной монеты. Мне никогда еще не было так одиноко. Но тут как-то спокойно, тихо. Я благодарна за тишину. Окей, все, какая-то цель у нас появилась. Надо теперь отдать эту куклу той мертвой девочке. Или она была зараженной, короче, хз. Ну бежать это нормальная тема. Подожди. Там путь есть все-таки. Да господи. Вот. $500 урона. Охрененно. Классно. Ваншоты. Так. Нашли мои игрушки? Дать игрушку. От каждой найденной игрушки радостно сердце. Спасибо. Надеюсь, вы найдете еще. В смысле, блядь, еще? Типа будут еще другие дети, хотят сказать мне, или как вообще? Я-то эту кое-как нашел. Или она мне будет поставлять новые игрушки. Вот это вот единственная девочка, которая вот Теодора. Вообще не понимаю. Так, у меня еще, кстати, маска же появилась. С помощью которых я должен общаться с мертвыми. Ну какие мертвые, где? Непонятно. Хотя... Есть одна мысль. Возможно, это в городе. Возможно, в городе. Так, ладно, я лучше отсюда уйду. Сразу телепортнемся туда. Так, город. Город. Что там было? Так, вот тут. Угу. Короче, иду отсюда вниз. Ой, это я с удовольствием.
Жесть, башку оторвал просто. Ну вот мертвая женщина, к примеру. А, постой, или чё? А, нет. Я прям подумал, что в стигму ставится эта штука. Вот, я думал, здесь я смогу с кем-то побазарить. Но нет. Блин, как понять, куда идти? Так. Я убил сгоревшего изменника. Так, я убил сгоревшего изменника. Затопленный склеп. Церковная тропа. Церковная тропа. А, нет, 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 нет. Не сюда. Ну, Митрингаль, в принципе, но вот сюда не допрыгнуть. Я там уже пробегал. Вот тут мы нашли Теодору, вот в этой комнате. Но там наверх тоже не подняться. Как будто бы нужна способность для этого. Блин, что-то мне кажется, что надо поговорить с Аннабель, наверное. Это вот медсестра, которая спас или просто нашел у Германа. Так. Это тут. Вот она. Впервые сердце мое спокойно. Конец Ладока неминуем после того, что он... После всего, что он сделал. Приходе Юнус. Что можете сказать о Ладоке и приходе Юнус, о которых все только и говорят? Человек не сын своего сына, власть его досталась ему хитростью и обманом. Увы, Ладок обесчестил скверной своей не один только склеп. Он взял под контроль множество святых мест, которые мы когда-то называли домом. Я видел твою метку раньше, говорит, это метка заключенного опального, но это Ладок и его пропавший приход хотят, чтобы мы верили этим слухам. Нельзя доверять ни ему, ни его заблудшему духовенству. Святые места, огонь Even the гнева. bones of our civilization are open to Ladak's. Another is Shrab the Final. Well, this is when Ladak returned to me once you have truly comprehended. Tell me more. Unrelenting. Так, что это? Все негативные эффекты. Офигеть. У меня кончаются запасы.
Так. А тут что? О! О! Оно. Постилки Дальвейс. Звучит как оскорбление. Да вы знаете, кто вы? Да вы постилки Дальвейс. Морозы. О, ну это прямо локация пошла. Морозная локация. Понял. Якутск. Якутской колоты. Якутской. Так. Морозная бомба. Ай, ё-моё, они новые появляются льдышки. Так. О, класс. Вот вам и новогоднее настроение, ребята. Дневник Манфреда. На нас надвигается великая война, но я не могу противостоять ей. Однажды Эрлим уже пал. У меня остался только один выбор — выполнять обещание, которому я так долго служил. Да будет так. Так, а там что? Непонятно. А? Так, а что если я... Окей. Ну, да. Так, я, видимо, чему-то научусь. Нажимайте L, чтобы взять мощную некруксную бомбу с алтаря. Она заменит активную стигму. Бросайте некруксную бомбу при помощи... Окей. Я замерз. Саня, я замерз. Освещение чуть лево возьми, чтобы заднее кресло не было так четко видно. В смысле? Вот так? Вот так? Ну никак. Только так. Ну могу чуть-чуть помутнее сделать. Ну, короче, фокус на фейс. Блин, плюется мне. Кресло вгрызается в кадр. Вот так вот тогда. Не освещение, а камеру тогда надо передвинуть.
Освещение могу просто направить на фейс и на грудь. Но не все так просто с этим освещением. И так сойдет. И так сойдет. Да ты мразь. Обмороженный хладный. Это как все равно, что замерзший отморозок или что-то в этом роде. Ты, сука. Плюется он еще. Так. Угу. Целительная инъекция. Мадафака. На, тварь. Ай, блядь, да что ты не то нажал? Мощно. Это было довольно-таки мощно. А, блин, не то нажал. Так, ну давай попробуем, как Арсен сказал. Я не знаю, как я это сделаю. Вот просто вот так вот. Ну я хз вообще, как это сделать. Да и, блядь, нормальный на самом деле. Ну, типа, он же не так сильно бросается в глаза. Так, подожди. Вот просто реально камеру просто вот так вот сделать. Ну и хорошо, да. Да. Лунный порошок. Морозная свежесть. Надо бы гирлянды организовать, ребята. Надо гирлянды организовать. То есть, ну, не только у меня в комнате имеется в виду, а по оверлею как-то вот новогоднее, что было. Надо гирлянду. Пришло время гирлянды. Приятная, спокойная музычка.
Письмо звездорожденного. Наш долг ясен. Во имя нового победителя Юноса и его последователей мы должны выйти из тени, присягнуть на преданность единственному истинному правителю. Нам суждено сыграть свою роль в этой революции, искать искусственно созданные сосуды тьмы, никторнов, способных нести в себе силу и даровать им покой. Никторнов, наверное. Нектарины. А я томат. Неплохо. Pretty good. Опять закрытые двери. Блин, нихера ты метатель. Давай, повтори. А, у него контактный урон. Урод. Вонючий. Так, холод. Контактный урон, значит. Ничего себе. Тихо. Вот и все. Морозный дух. Я так и знал, что она постилка Дальвейса. Так. Вот. Не знаю, стоит ли прыгать вниз. Непонятно. Но мне кажется, я умру. Я бы рискнул, если бы тут рядом был бы какой-то чекпоинт. А хотя он был. А хотя я рискну. Хотя там очевидно... Нет, там очевидно умрешь. Не-не-не. Я не буду. Камень голового гомофоба. Интересное название предмета. Голодная сущность.
Блин, классно. Мать твою! Чуть не умер, чуть не умер, чуть не умер. Так. Да блять! Да ну и дерьмо. Да что ты будешь делать? Там целых... Там очень много осталось. 16 тысяч, по-моему, душ осталось. Нихуя ты, если ты разворачиваешься. А, погоди. Нет, мне не сюда. Блин, я сейчас умру. О, черт. Лунный порошок. Так, наверх я еще не поднимался. Так, не, первым делом надо забрать души свои. Блин, какая же крайне неприятная локация просто. Просто пробежал. Так. Посмотрим. Офигеть. Разрушенное здание какое-то. Чекпоинт. Подождите, это мне не нравится. Ну что такое? Стоит вернуться. Почему-то слишком большие расстояния между алтарями, где можно путешествовать. Слишком далеко друг от друга. Вот, так и знал. Так, окей. Окей. Надо потратить 22 тысячи. Так, улучшаем сразу. Хлыст. Чего не хватает? Блин, бабок не хватает.
Блин, так много не хватает. Тогда он станет 8 уровнем. Ну... Полутемный рот, да. Пошли. Так, надо расходников накупить. This is the first occurrence. I feel Этого много, в принципе. Давай-ка огненные смазки купим. Что-то прям не хватает смазки. С такими словами, наверное, просыпаются однополые партнеры. Что-то я так... Да. Давайте-ка бабушке отдадим этот. Новорожденного. Новояза. Я боялся, что больше никогда не увижу столь драгоценного ребенка и не возьму его на руки. Лишь бы грудь мужская или женская, это похуй. Это что, типа, вырвано из контекста какая-то часть диалога? Обсуждаете поход какой-то на какой-то там этот Walking Street в Таиланде. Женская грудь, мужская, не важно. Да. Блин, почему нельзя спрыгнуть? Так, ладно, давайте-ка пробежимся. Найс. О, как быстро мы деньги накопили, а? Вообще балдеж. Целительная инъекция. It's okay. It's okay. Давай иди сюда уже. Давай, мразь. Вечно за вами бегать надо. Вечно за вами бегать надо, да. Лол, чуть не спрыгнул. Оп. Так, хорошо. Постилки Дальвейс. Оу, найс. Блин, тихо.
Падла. Падла, падла, падла! Что ты за дерьмо? Подохни, дерьмище. Собака, а? Ха. О. А? Это где? Я не был в таком месте. Ни разу. Интересно. Ха. Опа. А я допрыгну вообще до этого? Это смешно. Допрыгнул. Главное верить в себя. Главное верить. Блин, классное оружие, жизненно мощное. Надо бы дальше меч прокачать. На самом деле, это да, это все, это, ну, очевидно. Надо меч прокачивать. Прям супер имбовое метовое оружие. Быстрое. С большим уроном. Давай, кидай. Кидай, слабак. Лежать. А, фак. Ты сучье дерьмо. О, отлично. Твою мать. Сука, кошмарный мудак, сука. Да пошел ты нахуй, ты что, долбоеб, что ли? Блин, я сейчас сдохну. Так, кошмар. Я не умру в туалете. Все хорошо. 21 тысяча. Тем временем. А, да? Ну ладно. Окей. Тихо.
Да блин. Подохни. Блин. Фух. Щищ. Ау. Неприятно. Окей. Так, хорошо. Неплохо, неплохо. Да ё-моё. Так. Так, получается, дальше мы переходим через мост. Ну и туда, да? Окей, ладно. Так, там я все сделал. Ну классно. О. Я тут не был? Если не может быть. Так, поближе. Или... Ну ладно. Ну да, я был там. Ладно, переходим по мосту. Так, теперь вниз. И в особняк. Прокачаемся. Хлыст. А, 13. Ну, давай, короче, давай. Что думать? Думать не надо. Думать не надо. До 9000. До 9 уровня. Вот бы мне оружие, которое на ловкость скелется и которое является особенным оружием. Вот это вот особенное, ну, типа особенное оружие. Оно полутемной рудой улучшается. Да. Такого оружия мне вообще, ну, супер мало. Надо прокачаться.
Сила защищает от мороза. Так, давайте ловкость прокачаю, пожалуй. Пожалуй, так поступлю. Так. Нормально. А что? Так, давай-ка вот вместо этого дробовик поставим. Вот что-то надо купить. This is the first locker. Надо в нулину закупиться. Во, нормально. И теперь можно использовать вот эту банку, и у нас будет увеличенный прирост душ. Ну нихера ты, ну нихера ты, ну нихера. Блин, лед такая штука, да, прям неприятная. Скользишь просто жестко. Нихера ваншот. Да елки, надо было использовать банку. Да, используем. $700. А банка довольно-таки долго действует, кстати. А, елки, я не то нажимаю. Лунный порошок. Ёлки-палки. Ау.
Блин, я прям как Бэтмен. Ну ты мразь, конечно. А. Да бля, не то, не то. Да! Сука, бля. Да я... Да, боже мой, как так-то? Ну, сука. Капец, это что было сейчас? Так нелепо умер. Ау. Ах. Они еще и друг другу могут урон наносить? Что? Прикол. Так, погоди-ка, вот этот момент меня интересует. И я могу вот отсюда принести бомбу и там взорвать? Ну нет, конечно. Нет худа без добра. Погоди. Так. Найс.
Блять, что? Сука, чуть не умер. Что-то я не понимаю, как он мне урон наносит? А. Так. Теперь понял. Окей. Ну, погнали. Да. Любой урон взрывает бомбу. Хорошо, что она мне не убивает или типа того, или урон не наносит. Иначе было бы очень жестко. Блин, ну кидай, пожалуйста, я перепутал. Что-то я прикола не понял, просто... Ну ладно. Да блин, да за что? Постилка это весь. Не убивай, урод! Чуть не убил меня, прикинь. Еще б чуть-чуть и просто зарезал бы меня. Так, 22 тысячи у меня, тем не менее. Тем временем. Тем не менее. Пробиваться с боем через все это дерьмо снова как-то неохота. Надо посмотреть, что там в той комнате наверху. Скорее всего, там будет какой-то тупик с какой-то херней, поэтому стоит чекнуть, прежде чем идти к алтарю. Да. Так, что тут у нас? Серые луны. Уникальные чары использованы для поддержки носителя шепотом божественной силы знаний. Так, окей. Это интересно. О, ничего себе. Это мощная штука. Так. Вот тут кровь поставим. Так, стоп.
Это я где? Очень интересно. Погоди, а наверху? Да, 26 тысяч. Ага. Надеюсь, тут не будет никакого платформинг момента. Типа адового. Бля. Конечно, не платформинг момент, но... Ну, сдохнут. Вполне себе. Реально. Сыкотно что-то немного. Господи. Так, хорошо. Угу. Прикиньте, просто упасть и сдохнуть. Это было бы очень обидно. Так, осталась одна чаша всего. Ну, прям напряг жесткий, прям. У меня 28 тысяч на руках. И вот, казалось бы, никакой опасности-то по сути нет, но, блин, как же страшно, блин. Вот похожее ощущение у меня было, когда я кредит брал. И у меня на руках было типа... Вот на руках одновременно, представьте, ты держишь... сколько я брал? 600 тысяч рублей или там 800, по-моему, было. Просто кошмар какой-то. В таком ахуе ехал домой. Так. Ладно. Так, сколько... так. Чертеж прототипа Барсова. Барс! 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 This is the first occurrence. Куплю на все. Вообще насрать. Так. Чё? Ну чё? Вот сюда. Так, что мне тут надо бы мне? Дай-ка вместо вот этих банок маленькие банки. Пускай будут.
Что? Ладно, разберемся. Посмотрим, что тут есть. О, босс. Хьюго босс. Ну, это будет легко, я считаю. Хотя не стоит спешить с выводами, как говорится. Так, ладно. Окей. Он нихуя не простой. Урон высокий, во-первых. Во-вторых... надо подготовиться к нему. Надо серьезно отнестись. Так. Скейлим оружие на огонь. Точнее, мажем его на огонь. Хорошо, ладно, сейчас. Бля, ёбаный ты стыд. Так я же прыгнул. Да я балдею просто. Некрукс. Вас поглотил Некрукс. Так, ладно, хлыстом попробуем. А, блин.
Да, блять. А, сука! Да блять, они взрываются! Ёбана! Они еще и взрываются. Да что такое? Какой же ты отвратительный мудак. Вот чего я уж не ожидал, что они взорвутся. Это вот прям сюрприз, сюрприз. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Еще весь фейт происходит на странном льду. Блин. На. Ой, бля, ножи, ножи, мечи, мечи, ножи. Я не понял. Я не понял, какого рода эта атака. Просто в какой-то момент я потерялся. Потерялся.
Блядь, да ну нахер. Просто да ну нахер. Ой, да ну нахер. И что я тут должен был сделать просто? Не понимаю. Он меня просто прижал там. Я ничего не мог сделать. Ничего. Да ёбана. Ну, ублюдок. Так. Да ну нахер. О, прецентр. Давно тебя не видел. Да, есть дэш. А. А, сука. Нет. А. Чух. Готово. Почему даже в воздухе не пользуешься? Да пользуюсь иногда. Дитя скверно уничтожено. Полярный клинок Иллигарда. Клинок, изготовленный из уникального сплава звездной пыли. Любимое оружие жителей некогда величественной крепости. Ходят слухи, что ее стены манили к Нова Элларис, и сейчас же она лежит в руинах. Этот клинок использовали в небесных ритуалах, позволяя мастеру силы звездной пыли раскрыть ее секреты. Для этого нужно было всадить в голову проклятой твари. Круто. И это... О! Хе! Оно больше... Оно скейлится на урон, на силу, точнее, и на ловкость. Так, давай посмотрим. Ля.
Ну, блин, прикольно. Ладно. Так. Ну, зайдем, посмотрим. Oh, yeah. Двойной прыжок, пожалуйста. Очарование полной луны. Так, это, видимо, на холод, да, тема? Да. Ну и хер с ним. Погоди. Подожди. Подожди. Двойной прыжок дальше. Да, я так и знал, что он должен быть. Да? Ну, блин, окей. Неплохо. А ты чем пользуешься в этой игре? Я с сумеречным начальным клинком и хлыст, конечно же, хлыст. Так. Не хватало просто денег, по-моему, на улучшение меча. А. Один камень. Так. Окей. Ой, неплохо, неплохо, неплохо. Так, а это... Не, давайте попробуем. 7 тысяч. Но скейла на ловкость или силу что-то я вообще не вижу, чтобы она повышалась. Скорее всего, там скейл будет чисто на разум, да? Типа, ну, тут дохлый номер. А, с эльфийским мечом. Эфирный. Великий эфирный клинок. Ты это имеешь в виду? Ебать. Да. Так. Погнали наверх. А, можно сюда подняться. Чекпоинт. Сгоревшего грешника осудил. Жестко осудил. Сгоревшего изменника его называют. Так. Кушать любишь, да? Ну ты прям как из Донди.
Я грешник, осуждаю тебя. Видишь, его тоже осудил. Жесть, я всех осуждаю. Тогда только один путь за двойным прыжком. Блядь. Чуть не прикончил. В смысле только один путь за двойным прыжком? А если бы не осудил, то мне так бесплатно дали бы попрыгать? Не понял. Голодная сущность. Носк, носк. Двойной прыжок. Можно было вначале осудить, а потом идти грешник вылечит полоску здоровья. Кто-то мне дохера хотел. А? Что? Лунный парусок. Так, хорошо. Блин, как много говна всякого, это не к добру.
Это не к добру. Так, хорошо. Ладно. 11 тысяч, да? Пойду-ка я куплю камушки. Так, сколько мне не хватает? 3. Раз, два, 3. Пойдет. Very good, very nice. Мастерабитию. Ага. Да, прям сильно не хватает двойного прыжка. Блин, ну ты мразь. Я дома, я не ходил. А. Оглушил его, что ли? Камнем его прибило. Прикольно. Твою мать, я мог сэкономить, ну ладно. Твою мать, твою мать. Ух. Историю про перевод? По-моему, нет. Бля, ебать, одним лучом. Я пропустил какую-то историю. В Киберпанк играл. Или я уже историю выкатывал про перевод. Киберпанк. То, что его перевели по нейросети. Ты про это? Не, ну там звучание, конечно, такое себе, но... Ну, я бы сказал, все равно очень даже круто. Самое, что прикольно, голоса те же и так далее.
Фу. Хорошая арена. Ну такая, да. Коса, раздел коса изначально создан для полного уничтожения смертных. После заражения и появления хладных косы стали известно завозиться в деревню Тельвинель. Многие из них попали в руки служителей прихода Юнос, которые благословили их и используют для своих целей. Однако в мире остались и оригинальные косы, способные вырывать сердца пораженных Некруксом. Так. Коса. Наконец-то, блядь, оружие. А, нет, это, блядь, на силу. Сука. Погоди. A, B, C. А, ну так это оружие на ловкость, по идее, скейлится. И крит шанс у него хороший. Прикольно. Блин, прикольно. Мощная пушка. Но надо скейлить его, поднимать. Иначе он бесполезен. Бля, сука, твою мать. Так, короче, посмотрел сериал «Цепануло жестко меня». Слушай сюжет, чем в игре. Перевожу песню максимально созвучно с ритмом, с близким смыслом финальную титровую песню. Ты про Edge Runners? Музыка там? Да, прикольная. Франц Фердинанд и вот эта вот песня, где в начале этот Дэвид выходит из дома, идет в школу. Вот это вот прикольно. Все, кто пытался переводить, говна, наверное, не по смыслу откровенно. Как там было? Там типа на моем банковском счету, типа бабок нет, там прочее и так далее. Там как-то вот так поется. Ну там прикольно, да. Мне очень понравился трек. О. А, да. Теперь я играю Lost Planet. Ритм улиц, ощути неонный свет, неон мечты. Руки в крови, боль нет, когда добыча видит свет зеленых фото, даст нам знать, кем ты мог еще бы стать, с надеждой разглядеть луну, скорее туда нам улизнуть. Это какая песня была там? А, которая в финале поется. А, понял. Твари. Злые твари. Так.
Тыщ. Угу. Дать редактора. Ты когда-то просил уже, по-моему, я тебе пытался же дать. Как тебе дать-то вообще? Я бы дал с удовольствием. Не, вообще не жалко. На сайте 7ТВ. Так, как это делается? 7ТВ. Угу. Зашел. Чего, блядь? Мы делаем бэкэнд миграцию. Скоро вернемся. Да. У них вовремя перенос произошел какой-то. Увы, увы. Ёлки-палки. Как же холод кошмарит. Да ебаный в рот нахуй просто. Нюкрукс. Нас поголотил. Нюкрукс. Ух ты. Ух ты. Триста урона. Капец ловкий. Жесть. Да бля. Подохни, тварь. Ну. И башку оторвал. Пора.
Ебать. Че, как работа, кстати, ЗП-то получил? Работа, в принципе, нормально. Переехал на новое место. И как я узнал от людей, ну, от работяг. Вот, блин, ну не знаю. Ну я все вот думаю об этом, но все как к руки не доходит. Ну, завтра, короче, этим конкретно постараюсь заняться. Завтра. Короче, там у меня мой начальник непосредственный именно в плане дизайна, да? Начальник по дизайну. Он уехал кое-куда. И теперь, получается, вместо него там, ну, кто угодно может нами начальствовать практически, как будто бы. И там есть одна девушка, она вообще по производственной части, она является его директором. Она с какого-то хера меня направила вообще на другой адрес, и теперь я там работаю. Но плюс в чем? Плюс в том, что это центр. Но минус в том, что теперь мне придется еду самому из дома переносить. А там, где я вот ранее работал, на Билибина 10А, там столовая была. Ну, я хер знает, как будто бы меня она то ли не взлюбила, то ли что, короче, взяла и отослала меня на Петра Алексеева в центр. Не, как бы окей место. Может, из-за этого тебя перевели? Да. Ой, он слишком много кушает, я не могу. Я просто не могу, не вывожу. Я же обычно объедки оставляли, точнее оставались. Но теперь с ним там даже объедок не остается, пиздец. Мои собаки, кошки дома голодают. Так. Ну, наверное. Походу так. Возможно. Но версия довольно-таки реалистичная. Бля. Сука! Пошла вон, мразь! Погулять, да, вот как раз думал о том, что смогу поснимать по центру. Вот как раз, может быть, и стрим заведу. Возможно, даже в обед. Типа, сяду, поем, потом выйду, погуляю, поснимаю, возможно, стрим заведу. Вообще по кайфу будет. А там на Билибина, ну... Там, конечно, блин, там очень хорошо кормят, правда. То есть, когда повар на месте, она очень хорошо готовит. Сегодня вот жареная капуста была с картошкой и с мясом. Также приправленная в углу салатиком. Блин, охуенно просто. Ё-моё. Это очень вкусно. Я давненько так не... Ну, именно вот это вот блюдо не ел. Очень давно. Капустку вот эту вот. С мясом, блин. С картошечкой. Ё-моё. Родовой герб Блэкхоллов. Депас Блэкхолл никогда носил этот герб, чтобы использовать свою силу во время исследований, но он был утрачен после
того, как все Блахолы были таинственным образом убиты. Вандаркхолмы, получается. Известная династия анальных людей. Точнее, анальных героев. Ты кто? Ты враг? Металл, лед переплетены уникально. Больное потомство. Каменный щит. Ранен пал древние пятна. Лунный свет невидим. Глаза следят незаметно. Ищи взгляд. Тени рассеяны. Ищи взгляд, тени рассеяны. Это типа подсказка какая-то чего? What the fuck is this? Ну-ка, сейчас что? Больное потомство, каменный щит, ранен древние пятна, лунный свет не видим. Ищи взгляд. Моя твоя не понимать, если честно. Ну, пока что только первый день. Я там посидел, и то только не то что первый день, а 3 часа там всего посидел. Остаток дня. Нормально. Все, конечно же, молодые. Старше меня там только начальница. И все вот остальные прям, ну... лет 22-25 максимум. Ну, короче, да, мега молодые люди. И меня, кстати, не покидает такое чувство, как будто бы они меня считают старым. Ну, в плане того, что... Ну, не знаю. Вот это как, знаешь, это как быть программистом в 30 лет или в 40 лет, там, ну... Типа вот это вот... Хуйня. Мемность этой ситуации. А тут я типа, ну, графический дизайнер и... Так, тихо. И все остальные в коллективе молодые. Вот в новом адресе. А там-то еще на Бельвино как будто бы не такие уж и молодые были местами. Очень опытные, крутые ребята. Ключ, да, блин. Ключ. А сломать вообще не вариант, да? Блин, у меня очень много бабла. Как бы не сдохнуть.
Так ты, сука. Гондонская. Ай-яй-яй-яй-яй. О, старик. Мастер-ключ Тельвинеля. Охладные палаты, которые открывают этот ключ, населены потерянными голосами, которые видели эту трагедию собственными глазами. И теперь непокорный звездорожденный восстал из пепла этой катастрофы, чтобы схлестнуться церковью во имя прихода нового, которого поддержит эфирный покровитель. Я слышал шепот теней. Они преследовали меня. Слуги смерти. Звездорожденные. Мучители несчастных душ, забравшие моего бедного ребенка. Мои враги. Нет, я здесь не останусь. Я должен бороться против моих последователей. Найди того, кто работает вечно, вершит бесконечный цикл. Они служат самой смерти, но я больше не буду их жертвой. Я стану охотником. Скорби здесь не место. Я должен найти путь туда, где покоятся остальные. И обмануть тех, кто окутан серостью. Безжалостных и жестоких существ, прячущихся в тенях луны, питающиеся там, где поглощают их самих. Они найдут ни меня, ни мои товары. Я постараюсь избежать гибели. Окей, 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 окей. Закупим синего максимум. Я должен продолжать охоту. Надежный источник рассказал мне о сокровищах гробницы. Они там мне и нужны. Мертвецы постоянно напоминали им, почему они умерли. Незримо присутствуя рядом. Смотрели на них, насмехались над ними. Я чувствую, как меня к ним манит. Не ходи среди могил. Боюсь, добром это не кончится. Я буду делать все, что должно. Ради моей цели, ради моей дочери. Не оставлю тебя сейчас. Обязательно прислушайтесь к собственным советам. Окей. Вот и он. Ща, погоди-ка. Коса! Коса, коса, коса. Коса, коса, коса. Так, коса. Коса. Да. Шустрое оружие. Так, пойдем бабушке положим. Ей. Угу. Здесь. Ну все. Нормально так прошли. Сегодня прям до хера кого убили. До хера что прошли. Годно. Годно. Так. Сейчас посмотрим. Так.
Интересно, а возможно через телефон постримить в 2 потока? Любопытно. Возможно ли это? Ну, типа на YouTube и на Twitch одновременно. Надо бы. Как-то это выяснить, попробовать. Завтра хочу завести какой-нибудь такой разговорный, скорее всего, творческий стрим завести. Новогоднее оформление надо сделать. Новогоднее оформление. Ну ладно. Уже поздно. Пойду я спать. Все. Всем спасибо, кто был. Спасибо за присутствие и общение. Увидимся завтра. Скорее всего, будет, возможно, будет RL стрим. Вот. И творческий будет. Сегодня было... нет, завтра среда. Завтра среда, ребят. Завтра среда, чуваки. Завтра среда. Ну что ж, тогда спокойной ночи. Приятного вечера. И добрых снов. А потом и доброго утра. Но это я напишу уже в телеграм-канале. Всем пока.